Привет, я Таня Николаева, вы на моем канале, ну и вроде как я художник. Это не совсем типичное для меня видео, обычно я молча просто рисую в своих роликах, но недавно я участвовала в обсуждениях на другом канале, и девушка задала мне в комментарии вопрос, я на него ответила, и с ее позволения я зачитаю его вам и постараюсь как-то более развернуто на эту тему рассказать. Итак, здравствуйте, увидела ваш комментарий на другом канале о реализации. Скажите, пожалуйста, у вас художественной школы нет? Вас на дизайнерском факультете учили рисовать? И возможно ли, по вашему мнению, учиться на курсах самостоятельно? Итак, есть ли у меня художественная школа? Ну, во-первых, меня никогда не спрашивали про мою биографию. Во-вторых, да, у меня есть художественная школа, но я думаю, это не самое важное, потому что были еще и художественные кружки, была изо-студия, потом сама художественная школа, причем я начинала учиться у одного преподавателя, заканчивала у другого, и в сумме я ходила туда меньше 2 лет. И потом еще была художественная студия, и потом только художественное училище. Если честно, то сколько времени мои преподаватели на меня потратили, я могла бы рисовать как-то получше. Я не очень способная на самом деле. Так вот, важно не то, куда именно я ходила, важно, каких преподавателей я встречала на своем пути. Их было много, и я не со всеми сошлась характером, но были учителя, которые оказали на меня огромное влияние и сыграли важную роль в моей жизни. В 4 года моя учительница сказала мне, что не надо оставлять белое пустое пространство между небом и землей, которое дети называют воздух, и надо фигачить небо до самого горизонта. Это был прорыв. Галина Леонидовна, если вдруг вы это смотрите, мир не очень большой, я часто вас вспоминаю с благодарностью. В 6 лет мама вела меня в другой кружок, но случайно промахнулась дверью и записала в изо-студию. Я попала к Нуре Исмаиловне Белоусовой. Это потрясающий души человек, совершенно талантливый. Она нас 6-леток учила строить кубик в перспективе тепло-холодным отношениям, светотени, контрастам, нюансам, смешиванию цветов. И причем у всех деток у нее это действительно получалось. У нее все детки были очень талантливые, кто у нее учился. Это, конечно, дар быть учителем. Я до сих пор с ней дружу, и все эти годы она меня очень поддерживает. А потом была художественная школа, но как раз-таки она на меня повлияла, мне кажется, меньше всего. Оттуда я вынесла другую важную вещь, что очень важно либо полностью доверять своему учителю, либо не заниматься у человека, который не является для вас авторитетом. И, наверное, это был тоже важный урок. Потом я занималась у Мирона Тарасовича Наноева. При моей школе был учебно-производственный комбинат, и у него там был как класс дизайна и архитектуры. Это великолепный человек, очень талантливый и педагог, и архитектор, и живописец. Его уже, к сожалению, нет в живых, и он как раз-таки оказал на меня огромное влияние, и он и уговорил меня поступать в художественное училище, потому что мама и Нурия Исмаиловна были настроены на то, чтобы я шла в педагогический, в педагогический институт, художественно-графическое отделение. Но я себя вообще не мыслила педагогом, я даже ходила туда на подкурсы, но сбежала и, в принципе, не хотела поступать потом ни на что связанное с художественным направлением. Я мыслила так, что я буду, может быть, архитектором, потому что, тут понятно, построил дом, вот твоя работа, все ясно. А как зарабатывать художнику, как-то было тогда совсем не ясно. Это было начало 2000-х. Я поступала в 2002 году. Вот. И потом уже было само художественное училище. И ко второму вопросу, да, я училась на отделении графического дизайна, но у нас все 8 семестров был курс рисунка и живописи, 2 дня в неделю было этому посвящено. И опять же, как раз-таки это на меня оказало наименьшее влияние, потому что к тому времени меня так задолбали все эти горшки, что это была такая повинность, которой мне совершенно не хотелось заниматься. У нас еще все время менялись преподаватели по рисунку. Преподаватель по живописи у нас был очень крутой, но у меня с ним там особо контакта не было. И как раз-таки решающую роль, решающее влияние на меня оказал мой преподаватель, мой учитель по композиции, по дизайну, Сухоручко Николай Викторович. Он научил нас мыслить по-другому, потому что дизайнеры думают не совсем так, как художники.
И первые полгода я вообще не понимала, что от меня хотят. Это были такие слезы, ну, слезы потом были почти каждую курсовую. Это сейчас так все весело вспоминать, но тогда это было все очень сложно, но интересно, конечно. Вот так вот. Я все время отвлекаюсь, но я думаю, с моей биографией все понятно, и надеюсь, я не сильно вас загрузила, поэтому перейдем к самому интересному и важному вопросу. Возможно ли, по вашему мнению, учиться на курсах самостоятельно? Поскольку эта тема такая животрепещущая, и она интересует многих, мне иногда в Инстаграм тоже подобные вопросы задают, я буду обращаться ко всем, кому интересно, а не только к автору комментария. Итак, первое, что я по этому поводу думаю, то, что сейчас существует огромное количество каких-либо продуктов, курсов, уроков, марафонов, онлайн-школ, офлайн-школ для взрослых, вот, ну, чего угодно, говорит о двух вещах. А, что это востребовано, и б, что это имеет все-таки какой-то результат, потому что, например, курсов для, не знаю, кардиохирургов я на ютубе не видела. Ну, я, конечно, не все про жизнь знаю, но мне кажется, в нашей сфере самообразование вполне себе возможно. Вот. Второе, что я думаю на этот счет. Конечно, есть определенные ограничения, ну, просто физические, да, то есть, потому что существует реальность. Нельзя взять там несколько уроков в зуме игры на скрипке и потом выступать с симфоническим оркестром, или выйти на лед и прыгать через там 2 месяца тройной тулуп, особенно там обучаясь по каким-нибудь там дискам, да, вот, или урокам. Например, вот существует классическая художественная русская школа реализма, ее принято сейчас ругать, мол, и каждый так сможет, ну нет, спойлер, не каждый. Я уважительно, на самом деле, отношусь к профессиональным художникам, как бы их там сейчас не ругали, потому что это большой труд, это потрясающее мастерство техническое, то есть это люди, которые закончили какое-то художественное училище, либо региональный вуз, и потом поехали, например, смогли поступить в Репино. Ну, вот, туда не всех берут, даже с дипломами какими-то художественными уже. И потом они еще учились, ну, много лет там, у лучших наставников, которые вот эту вот русскую школу передавали из поколения в поколение. И то есть объективно так писать, конечно, все не могут. Это, ну, мне кажется, факт. Нет, конечно, существуют какие-нибудь наверняка самородки, которые взяли кисть и сразу, как Репин, мир очень разнообразный, и все бывает. Но, на мой взгляд, это скорее исключение. Вот. Но, в принципе, на этом плохие новости заканчиваются, и дальше начинаются хорошие. Я уже по частям все записываю, потому что мне с непривычки говорить еще с претензией на, что, мол, такие умные вещи, не очень неудобно. Но как есть. Итак, хорошие новости для нас в том, что современный мир, он максимально подходит для самоучек и для самореализации. Современная живопись – это более широкое понятие, чем академическое направление. Поэтому, как говорится, на здоровье, выбирайте то, что вам нравится, самореализуйтесь и наслаждайтесь жизнью. Самое сложное в данный момент, мне кажется, как раз наоборот, наличие большой этих всех предложений. И первое, что вам придется сделать, это разобраться во всем том, что существует на рынке, и сделать какой-то выбор и его придерживаться, ну, хотя бы какое-то время. На мой взгляд, все равно самый, конечно, эффективный и простой вариант – это пойти учиться офлайн в какую-нибудь там школу для взрослых, выбрать удобную, и где вам преподаватель понравится, и вы будете меньше тогда заморачиваться, вы приедете, вам дадут холст, там, краски или там бумагу, и скажут, что делать. Вы получите удовольствие и спокойно, счастливые пойдете домой. Я не преподаю сама, но мои друзья регулярно приезжают ко мне просто порисовать. Они привозят там свой холст, я даю им краски. Вот, и они все сами делают, я так только иногда умничаю. И они счастливы и довольны, уходят потом с работы домой, кому-то дарят. В общем, все счастливы.
и их там, ну, не запаривает, да, чтобы какие-то курсы, там, что-то самостоятельно осваивать. То есть, если есть возможность, и очень хочется рисовать, я бы рекомендовала все-таки попробовать, ну, хотя бы на начальном этапе какой-то офлайн формат, живой, с наставником, и чтобы у вас была обратная связь. Если по каким-то, ну, причинам вам не хочется так заморачиваться, либо нет, ну, возможности, ну, мало ли, то есть я все понимаю, или вы там какой-нибудь интроверт ужасный, как я, кстати, то вот и вы объективно хотите учиться только, ну, онлайн, то тогда, соответственно, вам надо, конечно, оборудовать себе место и выделить на это время. И выбрать тоже наставника, потому что онлайн-курсы тоже очень разные, учителя разные, и вам надо найти человека, который вам импонирует и который нравится, как, ну, ведет. И, конечно, классно, если еще он ведет на те темы, которые вам интересны. Практически у всех, даже у кого есть коммерческие продукты, у них есть какие-то бесплатные версии. Попробуйте вначале их, и когда вы поймете, что да, вам подходит этот человек, его манера обучения, то, ну, берите какой-нибудь полный пакет и занимайтесь по нему. Про выбор техники и материалов. Ну, первое, конечно, и самое важное, если у вас к чему-то лежит душа, то надо этот материал и осваивать, потому что вся эта история и весь этот рассказ к тому, что чтобы дать возможность насладиться там своей душе, внутреннему ребенку, как хотите там называть всю эту историю, но это все для того, чтобы сделать себя счастливым. Поэтому если вас делает счастливым пастель или там акварель, или там акрил, или гуашь, то выбирайте, рисуйте, чем вам нравится, осваивайте это и ищите курсы, соответственно, ну, по этому материалу. Если вы еще не определились, то, конечно, надо как-то либо попробовать все, что можно попробовать, либо, ну, обдумать и сделать выбор. Для новичков хорошим считается масло в том смысле, что оно прощает ошибки, его можно бесконечно переделывать. При определенных техниках даже работа непрофессионала будет выглядеть солидно. Это однозначные плюсы. Из минусов. Масло пахнет токсично, расходники дорогие, все пачкается, и родственники часто недовольны. Акварель хорошо в чем плане, что вы можете купить одну коробку и юзать ее потом, ну, качественную, юзать ее потом, не знаю, там 5 лет. Дорогая бумага, бумаги понадобится много. Хорошая бумага стоит, как правило, денег. И для акварели нужен хороший твердый рисунок, твердая рука. Поэтому акварель, несмотря на такую визуальную легкость, считается техникой не для новичков. Но, тем не менее, существует огромное количество каких-то уроков и на ютубе, каких-то тем акварельных, которые могут освоить и люди, которые никогда не рисовали, лишь бы нравилось, да, остальное потом техника придет, ну, в процессе. Для акварели, опять же, можно использовать меньше места, она не пахнет, она не токсична, это быстро все там убрал, собрал, положил в шкафчик и не занимает, ну, столько места, столько масла. Есть еще всякие альтернативы, такие как там гуашь, акрил, темпера. Например, у меня вот дочка, она пишет маслом, но она вот ходит заниматься у художника, и там они пишут гуашью. Я сама не люблю быстросохнущие техники, но это, как говорится, да, на вкус на цвет. Про покупку материалов и инструментов. Я, конечно, как человек, связанный там всю жизнь практически с художественным направлением, голосую за качественные материалы, инструменты дорогие. Но я понимаю, что да, это во многом вопрос бюджета и возможностей, поэтому, ну, тут надо искать какой-то компромисс, который вы можете себе позволить. Но однозначно материалы, инструменты хорошие, это, ну, плюс, потому что вы не будете бороться с ними, вы будете наслаждаться процессом и не разочаруетесь. Я против вот такой там тотальной экономии, ну, на всем. У меня, кстати, есть история, связанная с материалами. После Грекова я много лет не рисовала. Это отдельная тема. Почему? Но когда решила, что вот я все-таки хочу, я решила, что я куплю себе самые качественные краски, я буду осваивать там современные какие-то техники. Я купила мастер-классы, и я просто не смогла, потому что я привыкла, что там, ну, вот столько там красочки хватает на все полотно, то, что мы писали, ну, такой классической лессировочной техники. А тут надо вот столько выдавить, чтобы один раз мастихином зачерпнуть. Меня давила жаба ужасно, на самом деле.
Я в слезах пришла к мужу, но у меня очень мудрый человек, он сказал: мы сейчас поедем и купим тебе красочки попроще. И когда тебе перестанет быть их жалко, ты вернешься обратно на нормальные краски. Так и произошло. Еще важный такой момент. Вне зависимости от того, каким материалом вы хотите работать, я бы посоветовала немного подтянуть рисунок. Это тоже очень немодная сейчас тема. Считается, что это никому не надо. Там все эти там кубики и черепа. И да, я не предлагаю их садиться чертить совершенно, потому что наверняка вам будет скучно, вы сразу это все бросите. И без наставника, да, это тяжело. Но общее представление о том, как рисуется пространство, быть должно. Поэтому хотя бы теоретически имеет смысл какие-то курсы, уроки там на ютубе посмотреть видео или может еще где-то в сети. Я кратко сейчас перечислю, на какие темы стоит обратить внимание. Ну, если будет что-то непонятно, то пишите в комментариях. Так, первое, что вам надо знать. Вам надо знать, что существует такая вещь, как пропорции. Это соотношение одной стороны к другой, высоты к ширине, например. И именно то, в каком количестве оно друг к другу соотносится, делает предмет похожим на себя. Да? То есть есть худые кувшины, есть толстые кувшины, как это учат во всех первых классах художественных школ. И это и определяет, чтобы там человек был похож сам на себя, и кружка была сама на себя похожа, и животные, и все остальное. То есть то, что эти пропорции, в принципе, есть, и как художники их меряют. Второе. Вам нужно хотя бы общее представление о перспективе линейной. То есть вы можете не рисовать эти там столбы и рельсы, но посмотреть ролик и увидеть, как это, в принципе, высчитывается, имеет смысл. Если потом вам по задаче надо будет, то вы уже там как-то детально будете с этим разбираться. То есть есть перспектива с одной точкой исхода и с двумя. Ну, есть еще с тремя, но это сильно вряд ли вам понадобится, но мало ли. Дальше. Третье. Наверняка вы видели такие картинки, когда шарик, либо цилиндр белый, и на нем такое распределение света-тени происходит. Блик, свет, полутень, тень, рефлекс и еще вторая полутень закругляющая. То есть именно за счет этого создается объем. Четвертое. Воздушная перспектива. То, что находится к вам ближе, оно более контрастное, как правило, более яркое. То, что находится дальше, оно менее контрастное и более холодное обычно. Еще есть важная такая тема, как композиция. Скорее всего, пока вы будете заниматься по чужим урокам первое время, то за вас все эти вопросы решат, а потом тоже какой-нибудь там курсик теоретический на эту тему лучше прослушайте. Еще цветоведение и куча всего другого. Но Москва не сразу строилась, все постепенно, все можно освоить. Еще я бы отметила такой момент, как сложность задачи и желание выполнять. Тут тоже важно найти баланс, чтобы либо не взять слишком сложную задачу, с которой вы не справитесь и разочаруетесь, либо наоборот, вы будете брать какие-то простые задачи, с которыми вы будете справляться, но темы будут вам неинтересны, и вы опять же разочаруетесь. Это такой тоже индивидуальный вопрос, я не смогу дать вам универсальный совет, но просто помните об этом и старайтесь находить какой-то баланс между этими вещами. И я еще такую штуку скажу. Не бывает, чтобы все работы были удачные. Это в любом случае в первую очередь путь, а не результат. Бывают хорошие дни, бывают плохие. Самое классное, если вы кайфуете от процесса, потому что если процесс вас раздражает, то, наверное, это не то, чем стоит заниматься, на что тратить там свое свободное время, своей единственной драгоценной жизни. Поэтому учитесь кайфовать от процесса, найдите то, что вам доставляет удовольствие именно от самой работы, те материалы, те задачи, те идеи. Я сама рисую, потому что я не могу не рисовать, я такая закрываю глаза, и у меня начинают передо мной бегать все эти дурацкие какие-то образы, какие-то люди, какие-то животные, и я просто чувствую, что я должна это нарисовать, иначе они от меня не отстанут. Мне нравится сам процесс работы, но я не могу не работать.
Я желаю вам творческого вдохновения. Я надеюсь, что я хоть чем-то смогла помочь и как какие-то сомнения развеять. Я уверена, все получится. Главное идти, да, дорогу осилит идущий. Если я там что-то упустила, или недостаточно развернуто ответила, или остались какие-то вопросы, или появились новые, напишите мне, пожалуйста, я постараюсь ответить. Если вообще это можно было смотреть все, и вы сюда досмотрели. Но в любом случае я старалась. Спасибо большое.